Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сегодня обалденная погода, и идем сегодня, конечно же, в магазин смотреть цены. Рубрика «Новый год, новые цены» продолжаются, и хочу прогуляться с вами до магазина, наверное, «Шок». Да, это сетевой магазин в Турции. И посмотрим, какие же цены сейчас. Друзья, рассказывайте, как ваши дела, как ваше настроение. Сегодня у нас очень классная погода, тепло. 20 января, на улице почти 20 градусов тепла. Я даже одела кожанку. Вот. И иду счастливая с вами гулять. Одену очки, потому что очень уж светит солнце. Для тех, кто на канале впервые, рассказываю, мы 3 года назад переехали в Турцию. 1,5 года жили в городе Гази-Паша. И сейчас живем в городе Силифке. Это провинция Мерсин. Вот. Муж у меня здесь работает на атомной электростанции. Я работаю удаленно. Сейчас как раз поработала немножко до обеда. И собралась все-таки в магазин. Что-то надо приготовить, покушать и детям, и мужу с работы придет. Вот так вот и работаем. Кому интересна удаленная работа, пишите. Переходите по ссылке внизу. Так, и сразу в магазин «Шок», когда заходим, встречает нас вот эта вот лавка с печеньками. Люблю я печеньки турецкие. Здесь 500 грамм. Вот такие вот. Они как курабье наши. 65 лир стоит. 500 грамм печенья курабье. Сколько у вас стоит? Здесь они вот где-то так, 65. Хлеб, допустим, если брать серый, разрезной, 600 грамм 34 лиры. Есть и за 22 лиры 400 грамм. То есть, чем получается граммовка выше, тем дороже. Вот такой вот обычный хлеб для, допустим, тостов, да, 550 грамм 28 лир. Если, допустим, этот хлеб из цельнозерновой муки, то он дороже идет обычно. И, конечно же, турецкие батон, булочки, 10 лир. Мы их постоянно на завтрак берем по 2 штуки. Они такие воздушные. В общем, 10 лир штучка стоит. Лира, наверное, сейчас где-то 3 рубля примерно. Но она всегда болтается туда-сюда. 2,8, 2,9, 3. Ну и сами считайте, сколько это в рублях. Так, печеньки тут такие, очень разные. Допустим, если брать вот сладкие брауни, 160 грамм, 64 лиры. 180 грамм, 36 лир. 48 лир. 35. 22 это крекер. Вот такие вот крекеры. 22 лиры. 70 грамм, 9 лир. Рыбки, печеньки, кстати, здесь тоже есть, как у нас. 140 грамм 9 лир. То есть они копейки вообще стоят. Есть эти рыбки со вкусом. Вот такие. По 15 лир. Крекеры со вкусом 12-15 лир. Вот такие вот цены. По 4 лиры. Вот такие вот соломки продают. И у многих сейчас интернет, то есть YouTube не работает, потому что YouTube блокирует, да. Поэтому прошу всех подключать VPN, да, если хотите продолжать смотреть YouTube без проблем, то подключайте VPN. Мне вот как раз подписчица писала, я ей посоветовала VPN, потому что VPN сейчас удаляют, поэтому пару VPN-чиков скачать себе, потом разберетесь, попросите у кого-то. В принципе, установить не тяжело VPN. Так, 1,5 литра воды стоит 19 и 0,5 это 0,5 литра, получается, это вода Сака. Название, все воды по-разному стоят. 0,5 9 лир. Что еще? Вот, допустим, 1,5 воды вообще другой фирмы 6,5 стоит. 5-литровка стоит 27 лир. Есть вот 5-литровка и за 19,50, поэтому как бы тоже цена зависит от фирмы. Вот. Ну, Кока-кола, наверное, никому не интересно. 1,5, 45 лир стоит. Пепси 42 лиры. Если 2,5, то 52 лиры. Есть Фанта, также 2,5. 52 лиры стоит. Сникерс. Сникерсы, батончики Марс 19. Сникерс
Баунти 34. И сникерс что-то не написано. И давайте посмотрим печеньки. Вафли. Вот, нашла сникерс. 33 лиры сникерс. Вафли поштучно, если брать, по 10 лир. Разные очень. По 16 лир вот такие шоколадки есть. Несквик 12 лир. Вот такие вот Улькер шоколад. 33 грамма 26 лир стоит. И сейчас человек возьмет себе то, что надо. Пока чипсы покажу. Чипсы 130 грамм 19 лир. 120 грамм 34. Это, кстати, кукурузные чипсы. Называются тако. Мусор, то есть кукурузные. А если такие, как у нас, картофельные брать, 35 лир. Вот такой вот, допустим, лейс, как у нас, 35 лир стоит. Сколько у вас стоит пачка лейса? Вот мне интересно. Ну, наверное, сладкое не буду показывать. И печенька только покажу, да, печеньки обычные. Допустим, для чая сколько? Килограмм 59 лир стоит. Ну, это, наверное, самые такие недорогие. А вот 800 грамм 80 лир. Сколько? 450 грамм 49 лир. Вот такие вот цены. Друзья, давно вам не снимала цены, и так прям захотелось и самой пройтись. Сейчас мне как раз нужны продукты, самые такие необходимые: яйца, молоко. Думаю, дайте я и вам покажу. Сок литр 29 лир. Вот, допустим, чапи получше, да, он идет 45 лир, 43 лиры. Что еще? В принципе, чапи и тут чапи, да. Ну, наверное, здесь может быть разбавлено немножко, а здесь идет натуральный. В общем, вот такие вот соки. Вот это тоже, кстати, хорошие соки. Мисс по 29 лир литровые. Что еще? Сухофрукты по 69 лир. Вот это, кстати, я очень люблю. Она такая мягкая, вкусная. Это, получается, абрикосы темные и светлые. Орехи. Орехи фундук. Это, получается, лесной орех. Ну, сколько он? Здесь 150 грамм, стоит 84 лиры. Фисташки 150 грамм, стоит 99 лир. Что еще? Семечки. Килограмм семечек 62 лиры. Попкорн 60 грамм 14 лир. Так, молоко. Давайте перейдем на молоко. Здесь в Турции молока очень много и очень разное. Есть вот, допустим, который на полках стоит, да, есть в холодильнике, как у нас вот обычный, да. А вот эти на полках, они не портятся, мы не стараемся их брать, но все же давайте покажу, какие здесь есть варианты. Смотрите, литр 39 лир, лактосус, то есть безлактозная, да. Яксос нежирные 27 лир. Что? Органик натуральная, типа 49 лир. Рахат, что тут? Опять безлактозная, 42 лиры. Наверное, непонятно, да, сколько вот 3% этот, например, идет. Вот этот вот, допустим, 3% протеин, 0,1 идет жирность. То есть я тоже особо, если честно, не разбираюсь именно вот в них. Но тут вот написано, например, да, 3,1% жирности 33 лиры стоит. Вот, напишите, сколько стоит сейчас у вас молоко. Будет очень интересно почитать. Каши. Вот, например, овсянка, да. Все мы любим овсянку. Здесь она двух видов. Есть жесткая, 47 лир, 500 грамм. И есть мягкая. Здесь уже меньше грамма, 350 грамм, 47 лир. Мы берем и эту, но в последнее время нам что-то вот это вот понравилось. Мы ее так, ну, по очереди то яичницу делаем, то кашу делаем. И всегда берем вот такую, долго прям варим, такая она, короче, вкусная получается, мне очень нравится. Сколько у вас стоит сейчас каша? Тоже очень интересно, если вы помните, напишите. Специально ходить в магазин и написать мне в комментарии не обязательно, а то некоторые так делают, иногда бывает. Вот, если помните, напишите. Если в магазине находитесь, запомните просто, как бы, ну, и время будет, напишите. Яйца. Яйца подорожали. Вот 159 стоит. Помните, наверное, я говорила: о, 115 лир, яйца так дорого. Это за 30 штук, кстати. Типа было 100, было 85, и вот так вот они уже до 159 подняли. Это 30 штук. Здесь 15 штук, 89 лир. Так,
Ну, вот есть 10 штук 75 лир, 63 лиры. Что тут еще? 6 штук 49 лир. Пожалуйста, кому немного надо. И перепелиные яйца 12 штук 49 лир. Так, курица, цельная курица, вот, как бы, да, тушка, 92 лиры за килограмм стоит. Ну, например, 20, сколько, 9, 3, 27, да? Пусть будет 270 рублей за килограмм. Вот это очень интересно, сколько у вас цельная курица за килограмм сейчас стоит. Есть вот такие вот отдельные части, и всегда в Турции, всегда вот такие вот ляжки стоят дешевле, чем другие какие-то части. Вот эти вот ляжки, да, получается 79 лир стоит. То есть за килограмм. За килограмм 79 лир, это примерно, ну там 79, так, ну трижды 8, ну где-то 240 лир пусть будет. Ой, рублей. Ну 230 рублей пусть будет, например. А если брать уже такие вот, допустим, филейную часть, бонфиле, то 210 лир есть. Цена вот написана, смотрите. Видно, не видно? Ой, наверное, вам не видно, да? 210. Вот, да? Печень 59 лир стоит. Печень, кстати, тоже иногда покупаю куриную. Ну, прям хочется. Только из-за этого покупаю. Вот, не потому что дешево. Но, как бы, меня, в принципе, цена вообще, как бы, не волнует. То, что хочу, я всегда беру. Я беру филе часто очень, потому что на гриле делаем, да? Как шашлычки, там, вот это все. И эти тоже беру я. Не беру только вот эти отдельные крылышки, потому что как бы мне не особо важно, сколько они стоят. Ну, то есть, сколько, ну, то есть то, что они дорогие, я их не совсем люблю, и поэтому как бы мне не важно, дешево они стоят. Мне вот обычно, если я здесь беру, этих крылышек достаточно, потому что у нас в семье не так любят крылышки. Фарш я, конечно, здесь не беру, я стараюсь брать у мясников, но давайте скажу, сколько. 400 грамм вот здесь вот в упаковочке стоит 228. Мясо, конечно, дорогое, говядина дорогое в Турции, однозначно. Я еще за мясом не ездила, не знаю за килограмм сколько уже. Было последний раз 600. Ну, это у мясника, у кого я брала. Здесь заморозка. Заморозка меня не так сильно интересует. Если вас будет интересовать, я потом как-нибудь приду и засниму. Вот. Приправы, наверное, и там всякая посуда одноразовая тоже не интересна никому. А на днях слышала, что капуста очень дорогая в России. Вот правда нет? Пишите. Давайте найдем цену. 29 лир. Вот, белая капуста. Бияс лахана называется. Ну, пусть будет, грубо говоря, да, 90 рублей. Сколько у вас капуста стоит? Здесь вот 90 за килограмм. То есть что-то как бы дороже здесь, что-то дороже там. Везде сейчас такие цены. Все, мне кажется, в мире приравнивается. В любом случае, если брать, допустим, какую-то отдельную страну, где будет дешево, все тогда потекут туда, и спрос возрастет, и, конечно же, все будет дорожать всегда так. Хотя, говорят, вот в Таиланде очень дешево, но цены, вот, допустим, на квартиры сейчас тоже там очень дорогие. Если сравнивать, здесь в Турции цены еще не настолько. Ну, то есть, если не брать туристические районы, конечно же. Так, что еще? Яблочки. Яблочки у нас по 39, вот груши по 59. Кокос 49 штука. И вот это вот орешки у нас 229 лир за килограмм. Да. Апельсины 32 лиры. Кстати, очень сильно сейчас вот мы прям любим делать сок из апельсинов и из гранатов. Гранаты просто вот сейчас разбирают, их только привозят, и их уже нету на лавках, потому что делать из них сейчас сок просто самые такой вот красные гранаты сейчас, самые такие классные. Покупаем мы обычно маленькие, они сладенькие, вкусные, и сок получается очень вкусный. Лимоны стоят 29 за килограмм, мандаринки стоят, грейпфрут написано 29, мандарины 38, киви, вот такая вот упаковочка, там 4 штуки, 24 лиры. Зелень 14 лир пучок. Чеснок 250 грамм, 59 лир. Так, и что тут еще? Огурцы 54, морковка 33. Ну, морковка здесь не очень. И я всегда показываю своим зрителям, сколько стоит морковка и вот это все, что мы покупаем в лавке.
Мы всегда берем все это в лавке. Но вот лук я беру здесь, если он свежий. 18 лир за килограмм. Это недорого. Картошечка стоит 13 лир за килограмм. Тоже она сейчас такая уже старенькая осталась. Я всегда беру новую, если она здесь есть. Потому что здесь вот в сетевушках они дешевле. Вот смотрите, лук хороший. Вот такой лук я обычно беру. Если он плохой, типа того, я не беру. Вот. Так, ну давайте, наверное, дальше уже двигаться. У нас еще тут очень много всего. Я уже на 15 минут наболтала. Так, наснимала. Начнем с этого холодильника. Сколько, что же стоит у нас, да? 500 грамм сыра 169 лир. Сыры здесь разные. Вот. Есть вот такой вот 75 грамм, допустим, для завтрака нарезанный, 32 лиры. Так, выше, допустим, вот смотрите, это типа, знаете, типа, как сказать, типа творожного сыра, наверное, 650 грамм. Нет, не творожного. Знаете, вот для греческого салата обычно мы его покупаем. 650 грамм, 143 лиры. И вот именно такого, да, сыра есть разные фирмы, и они по-разному стоят. Например, 750 грамм, да, больше вроде, но цена такая же. Килограмм 162 лиры. Там вон 199 лир. Дальше. Есть вот, знаете, вот наподобие, только вот жирность здесь меньше. Здесь, например, жирность жирная написано вот. И яром ягла, типа, меньше уже жирности, да, 500 грамм 68 лир. Больше, наверное, походит на брынзу, что ли, по вкусу, что-то наподобие. Вот, например, лабне, да, сыр, это как наш творожный. Вот это вот как раз вот на выпечке там всякие сладкие десерты, 400 грамм 87 лир. Вот. Говорят, что в России тоже уже появились сыры разные из Турции. Что еще показать? Есть вот такие вот бутербродные. Кстати, в сетевых они стоят дешевле, чем в других. 200 грамм вот такие вот, именно для бутербродов, стоят 87 лир. И есть просто белые, 60 для тостов, 68 лир. Сколько грамм там? 200 грамм тоже. Вот такие вот цены. Так, и я очень люблю, и дети у нас любят вот такой вот сыр. Мы его сюда берем. 250 грамм. В водичке такие вот шарики плавают. 84 лиры. Часто берем тоже вот. Так, еще что. Как раз вот про молоко говорила. Здесь обычно всегда молоко стояло. Ну там дальше. Потом тогда дойдем, скажу. Потом мы берем всегда вот такой вот сыр. Чечил. Тоже дети очень любят. 93 лиры 200 грамм стоит. Есть вот такой вот какой-то с какими-то добавками сыр. 250 грамм, 109 лир. Сыров здесь очень много. Потом тель-пениры тоже дети очень любят. Вот. Тель-пениры называется. И вот такой тоже очень-очень мне нравится. Как косичка такая плетеная. Очень вкусно. 250 грамм, 84 лиры. Потом есть вот, который можно жарить. 225 грамм, 62 лиры. Что еще? Вот такой вот сыр. Есть 118 лир, 350 грамм. Здесь вот со скидочкой. Тулум пионира 89 лир, 300 грамм. Здесь кефир есть, вот по 250 миллилитров, 24 лиры. Кефир есть большой, вот такой вот огромный. Он сколько стоит? Что-то вроде... вот 59 лир. Видите? Безлактозные есть, с лактозой 52 лиры. Вот, разная жирность. И вот такой вот большой 1200 грамм сыра для тостов стоит 329 лир. Так, еще самое главное не показала. Вот этот вот сыр очень мы любим. Это иски кашап пениры. Это у нас пармезан. 300 грамм 119 лир. Обожаю вот этот сыр. Короче, сыры тут разные. Еще у меня старший сын любит вот такой вот сыр. Всегда берем на завтрак, всегда он просит. Да, у меня есть еще и старший сын, кто на канале впервые. У нас 3 детей, двойняшки по 5 лет. И еще старший сын 16 лет. Он учится в русской школе, 10 классе. Так что вот мы ему всегда отдельно берем такой сыр, он обожает. Еще вот такой вот, по сути, одинаковый
сыр плавленый. Вот такой есть, 300 грамм, 42 лиры. Сливки, кстати, сливки есть. Мне, кстати, объяснили, почему вот эти сливки стоят 16 лир. Вроде жирность такая же, 20, да, процентов. Видите, 16 лир. А здесь 18%, 34. То есть это растительные сливки, а это натуральные сливки. Вот, кому какие нравятся. Моцарелла есть вот такой вот сразу пакетик. Даже не надо натирать, натертый. 150 грамм, 57 лир. Всегда беру для пиццы такие вот сыры. И дальше проходим. Друзья, здесь то, что я обычно вообще как бы не покупаю. Но, наверное, кроме вот этого вот. Киндер Пингви я люблю. Первое время, когда я в Турцию только приехала, стоила 3 лиры. Одна штука сейчас 16 лир. Я ее перестала покупать. Ну, потому что вот маленький такой кусочек 16 лир. Да, вкусно, но мы наелись их, когда еще было 3 лиры. Вот. И, конечно же, молоко. Молоко 35 лир за литр. Вот это молоко мы всегда покупаем. Что еще? Вот такой вот милкшейк есть. 330 миллилитров, 26 лир. И всякие йогурты. Вот. Но мы их не берем обычно. Всегда. И айранчик. Айранчик стоит сколько? 7 лир за стаканчик. Так, йогурт. Йогурт. Смотрите. Йогурт всегда берем вот такой вот. Обычный йогурт. Там яглы 4%. Здесь идет 4% суть яглы и 4 протеин. Вот просили озвучить, что мы любим. Я как бы и заодно озвучиваю, что мы обычно берем. Если вам нужна сметана, турецкая сметана, тогда смотрите. Сейчас покажу, если я ее найду. Короче, там просто по процентам она должна быть где-то 7%. Вот, наверное, вот это. Да, смотрите, 7%. Сюзьмя йогурт называется. Вот это и есть сметана наша обычная. Ложка не просто стоит. Поставили ложку, она будет всю жизнь стоять. То есть густота очень хорошая. 900 грамм, 94 лиры. Вот, а это йогурт. Это прям вот йогурт. Добавляйте сахар, добавляйте все, что хотите. И вперед к завтраку. Есть вот безлактозный йогурт. Есть каймаклы. Тоже типа со сметаной. Ну как, тоже типа сметаны, такой густоватый. Тоже очень вкусный. Килограмм 49 лир стоит. Вот. Надеюсь, я там никому не мешаю покупки делать. Вот. Что тут еще есть? Что еще вам показать вкусненькое? Вот здесь вот маргарин. Азъягла. Нет, это сыр. Спутала. Вот опять сыр, короче. А это что у нас такое? Киндер Буэно. Интересно. 34 лиры. Так, сливочное масло килограмм стоит 299. Я беру обычно, когда он по акции стоит 269. Последний раз брала недавно. То есть бывает, реально бывает. Тут вот можете увидеть колбаску. Колбаса называется, ну, как сосиски, наверное, ну или, не знаю. В общем, такая колбаса называется суджук. Дана, это говядина. 220 грамм, 95 лир. Ну, поверьте, колбасы здесь невкусные. Я не знаю, вот мне подписчики писали, что типа уже давно можно в Турции найти колбасы вкусные. Не знаю, даже вот в Мигросе смотрела, я не нашла. Может быть, это какие-то русские магазинчики, но там мне брать не хочется, потому что вы представляете, сколько это все шло до сюда, да? И сколько там химии, чтобы оно не портилось в дороге. Поэтому не хочется. Сливочное масло есть вот 500 грамм, 175 лир. Русский салат есть, который вообще не похож на русский салат, который, я не знаю, что там смешали, как попало, тяп-ляп. Но я попробовала один раз, 250 грамм, 22 лиры. Но это ужас какой-то, честно, издевательство. Это что такое? Талма, что ли? Ладно, в общем, это турецкие штучки всякие, которые непонятные. Так, что еще? Ну, вот маргарин. 400 грамм 70 лир, 250 грамм 26 лир, 250 грамм 22 лиры, 70%, 75%, 17 лир. Вот такие вот маргаринчики тут есть. Колбасы, думаю, даже и не надо смотреть. Но давайте покажу, что мы берем обычно, да?
Ну, если уж так прям честно, да, то берем мы обычно вот такие вот нарезки. Вот кто знает, кто здесь живет? Неужели нету вот хинди-фуме, да? Это вот такая вот нарезка колбас. Я ее ни разу не видела, чтобы вот как бы большой такой вот этот был, как сказать, ну, по типу вот такого куска. Ни разу не видела. Это, короче, из индейки, салам. Ну, типа колбасы, но оно не похоже на нашу колбасу. Вот типа того мне нравится. Это типа на ветчину нашу похоже, но называется фюме. Я не видела ни разу, чтобы фюме продавалось вот так. Оно всегда в разрезанном виде, и они, ну, конечно же, там тоже напичкали не настолько, конечно, насколько привозят русские колбасы, да, но тоже там есть консерванты. Вот, остальное я вообще не советую прям брать ничего. Вот нравится только фуме. Иногда, конечно. Так, сейчас покажу. Берем салам, да, салам, вот тоже смотрю, чтобы никаких фисташек не было. Здесь вот фисташка, но и подороже. Некоторые фирмы прям такие вонючие бывают, невкусные. Вот, и стараемся брать уж не из курицы, а из индейки. Вот такие вот секретики. Так, дальше. Пишите, какие вопросы у вас есть по продуктам, может быть, и я вам расскажу. Мороженое подорожало, раньше мороженое очень было дешево в Турции. Сейчас вот Магнум, допустим, вот такая вот упаковка стоит 250 лир. Но это, мне кажется, очень дорого. Я иногда бываю, беру по скидке мороженое, но в основном мы делаем из сливок дома сами. Вот, на канале «Кто впервые», проходите, у меня есть еще канал внизу по ссылке в описании, в комментариях я оставляю. У меня есть еще канал про рецепты, я там готовлю дома, и вместе со мной вы можете готовить. Вот, ну, наверное, бытовую химию не буду показывать, да, потому что сегодня такой, больше про продукты эфир. Вообще, кому интересно, как мы здесь живем, проходите на предыдущие ролики, смотрите, подключайте VPN, чтобы у вас ролики хорошо грузились. И кому интересно, я сейчас работаю удаленно, получаю уже деньги, как самозанятый я оформлена. И кому интересен удаленный заработок, пишите мне. Я сама сейчас занимаюсь обучением. Обучение бесплатно. Я считаю, что это предложение очень хорошее, потому что мне оно само попалось недавно. Я только начала проходить, прошла пол модуля, нет, не модуля, пол обучения. Там 9 модулей, 5 модулей прошла. Обалденное обучение, многое интересное для себя узнала. Это именно вот для тех, кто хочет работать удаленно. Очень будет полезно. Так что проходите. Вот, дальше пойдем еще там кое-что покажу вам. Это уже прикассовая зона. И здесь кофе, чаи, кофе. Здесь кофе сейчас пока нет, которое мы берем, да. Я еще, конечно, покупаю кофе ватами. Вот, там арабика без добавления всяких там низкокачественных зерен, поэтому и нету того, что мы обычно здесь в Турции берем. Вот, чай мы берем так, здесь тоже его нету. Мы обычно ходим в большие магазины и там выбираем, если есть по акции кофе, берем его. Якобс, Голд у меня муж берет обычно, а вот примерно наподобие пачка, но она как бы там сублимированная кофе, да, ну вот типа того, да, пачка, уронила, типа того пачка, короче, стоит в 101,99 лир по акции. Мы ее берем. Я беру Кронат. Иногда бывает то, что оно появляется, но оно очень дорогое. Со скидкой покупаю. Вот. И, ну, и беру у себя вот в приложении, которое я скачала ватами. Кому интересно, как его скачать, тоже пишите мне. Тоже могу подсказать. Там тоже я беру кофе очень вкусное. Там уже идет как бы арабика, натуральное кофе. Так, дальше. Вот, короче, бывает вот такой вот Липтон чай с бергамотом. Вот я такое беру. И берем иногда для разнообразия как бы
Не иногда, а дополнительно берем турецкий чай. У меня муж любит турецкий чай, но его заваривать нужно по-особенному. У меня на канале тоже есть этот момент, я вам показывала, как заваривается турецкий чай. Он не заваривается, как наш. Он по-другому мне немножко заваривается. Ой, а это что за вкусняшки? Кстати, в последнее время потела прям на вкусняшки. Всякие сладости ем и сразу вижу на лице вот это все. Поэтому не кушайте сладости, даже если они вот так вот на полках лежат. Но все же без сахара никуда, да? Поэтому давайте покажу, сколько стоит. 2 килограмма сахара стоит 74 лиры. 5 килограмм сахара стоит 174 лиры. Если брать килограмм рафинад, стоит 44 лиры. Вот. Здесь есть еще вот такой вот сахар. Это интересно. Коричневый сахар, что ли? Алтын куб эсмер 57 лир. Или это вот это? Нет, это не то. Вот это, что ли? 57 стоит. Возможно. Для выпечки всякие вкусняшки тут продают. Так, и давайте покажу, наверное, напоследок муку и масло растительное, да? 5 килограммов муки стоит 89 лир. Если цельнозерновая, 2 килограмма стоит 72 лиры. А если обычная, то 39 лир стоит. Есть, конечно, тут всякие вот такие вот. Кукурузная, 250 грамм, 14. И вот это у нас манная каша. Манная каша 500 грамм, 12 лир. Ирмик называется. Здесь приправы. Приправы тоже разные есть. Есть вот такая приправа. 45 грамм. То есть не приправа, а корица. Ну, кому интересно. Я вот недавно себе парочку смолола, и у меня такой порошочек получился. То есть он здесь натуральный. На рынках тоже такие вещи продают. Очень много всего. Корица, не корица, а куркума 35 грамм стоит 14 лир. Я ее всегда беру, кстати. Вот. Что еще? Майонез, конечно, здесь сейчас подорожал. 390 грамм 51 лира. 68, ну это кетчуп, 460 грамм майонеза 68 лир. А если такие вот дешевые брать, в них, конечно, всяких консервантов полно. Но зато килограмм по 46 лир стоит всего лишь. Эти любимые супчики наши детства по 7 лир, по 10 лир. Макарошки 22 лиры. Вот. Разные есть вообще по 12 лир. Очень дешевые. Из цельнозерновых есть 22 лиры. Вот такой вот есть. Такие макароны. 26 лир. Ага. И растительное масло 73 лиры стоит. Вот. И все, на сегодня, наверное, хватит. Ну что, друзья, я дошла до дома. У меня там открыто окно, от солнца отсвечивает. Короче, на улице прям реально классно. Прям весна даже. Вот вместо этого можно было футболочку накинуть. Такие вот цены. Пишите, какие у вас цены сейчас. Понравился ли обзорчик? Ставьте, конечно же, комментарии, лайки. Я сейчас буду готовить кушать, поэтому буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения, солнечного, прекрасного настроения. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.